Привет, дорогие друзья! Здравствуйте, зрители мои, други и недруги. Это Валерий Табаков, независимый юрист. Я очень рад, что к моей аудитории подключились люди, которые интересуются историей, русским языком, связью русского и болгарского, старославянского, где в этой иерархии находится украинский язык. И, наверное, им тоже будет интересно, что же происходит в деле по обвинению Вячеслава Зинченко в убийстве известной украинской лингвистки, принудительной украинизаторши Ирины Фарион. Я этому делу уделяю достаточно много внимания, уже более года сам процесс, и до этого у меня были заочные дебаты с Ириной Фарион, на которые она так и не соизволила выйти. Поэтому это дело очень интересует, с точки зрения политической, с точки зрения исторической, с точки зрения самоопределения и лингвистики. Как вы знаете, 19 июля 2024 года украинская лингвистка, украинизаторша Ирина Фарион была убита. Она была сторонницей жесткой языковой политики. Обвиняемый 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра, русскоязычного региона Украины. Однако есть нюанс. Этот парень из Днепра, который является обвиняемым, он перешел на украинский язык с родного русского в начале полномасштабной войны, то есть с февраля 2022 года. Кроме того, он стал сторонником моноэтничной Украины, то есть фактически он идеологически поддерживает дискриминацию русскоязычных граждан Украины, которая зафиксирована в докладе ООН, его комитетом по предотвращению расовой дискриминации. Поэтому всем нам и тем, кто просто интересуется этим делом с юридической точки зрения и с идеологической, все это, то, что происходит в Украине по делу Ирины Фарион, достаточно интересно. Будет ли найден настоящий убийца? Сядет ли Вячеслав Зинченко? Является ли он вот тем настоящим убийцем, который застрелил Ирину Фарион? Есть ли у него реальный мотив или этого мотива нету? Но на самом деле сторона обвинения, прокуроры Данилов и Петлеваны, собрали очень обширный доказательный материал. Там есть экспертизы, там есть вещественные доказательства, там есть показания свидетелей, в общем, вся совокупность. И, если так взглянуть на нее в целом, то она говорит о том, что по совокупности вот этих вот доказательств есть все основания, чтобы огласить Вячеславу Зинченко обвинительный приговор. Сторона защиты, опять же, оговорюсь, на мой взгляд, она действует достаточно слабо, но надувает щеки, и грудь, и говорит, что они тут дескать, борются за справедливость, за Вячеслава Зинченко, что он, дескать, не виноват, но в реальности они ничего не делают. То есть я как юрист это с полной ответственностью заявляю. Игорь Сулейма, адвокат Вячеслава Зинченко,
известный по своему делу по защите Руслана Кацабы, который после того, как дело было развалено, свалил за границу. Значит, он занимается вот защитой Вячеслава Зинченко, но его позиция правовая, она следующая. Вячеслав Зинченко должен себя позиционировать как патриот, как украиноязычный и как представитель русскоязычного региона Украины, который добровольно перешел на украинский язык и стал, ну, фактически сторонником, соратником, единомышленником Ирины Фарион и ее единомышленников, то есть партии Всеукраинского объединения «Свобода». Но это чисто идеологический такой момент, но есть еще и момент правовой. А правовой момент такой, что Ирина Фарион, ну, долгое время она занималась оскорблениями в адрес русскоговорящих граждан Украины, поливала их грязью, ну, всячески призывала их дискриминировать. Вот. И на вот эти ее выпады, ну, никак не реагировали органы власти Украины. Только вот уже в конце, то есть этих выпадов в 2023 году СБУ все же возбудила против Ирины Фарион уголовное производство за разжигание вражды по статье 161 Уголовного кодекса Украины. Ну, дело шло ни шатка, ни валка. Значит, Ирина Фарион не прекращала своего разжигания вражды по отношению к русскоязычным. Она призывала бить русскоязычных детей, значит, в садике, и ничего ей не делали. То есть дело шло, СБУ практически не занималась этим делом. Ну и в конце концов, как это следует из закона права, да, то есть если право не работает, ну, в отношении Ирины Фарион, то работает сила. И вот сила сработала, Фарион застрелили. Теперь Зинченко, то есть, ну, с одной стороны, он из русскоязычной семьи, он из русскоязычного региона, он, значит, по всему мог бы говорить о том, что именно его дискриминировали и законы Украины, и в частности и Фарион против него выступала, но нет. Зинченко заявляет, что он патриот, что он националист и он сторонник моноэтнической Украины. А это значит, что он сторонник Фарион и рассчитывает таким образом сказать, что ну, нету у него мотива на убийство Ирины Фарион. Но это чисто такая как бы эмоциональная окраска того, а все факты, доказательства говорят об обратном, что Зинченко готовился, что он приехал специально во Львов, что он закупил оружие, что он закупил одежду маскировочную, что он выслеживал Фарион. Ну, в общем, все говорит за то, что именно он является вот тем человеком, который совершил это убийство. Но опять же повторю, что Зинченко вины не признает и ну, говорит, что доказательства его вины, они полны противоречий и разумных сомнений. Это действительно так, друзья, но одно дело говорить, а другое дело делать юридически значимые действия. И эти юридически значимые действия начал было делать адвокат Зинченко Юрий Немировский. Но эти действия не понравились. Ну, понятно, что Юрий Немировский заявлял о том, что доказательства экспертизы фальсифицированы, что свидетели врут под присягой,
ну и так далее и тому подобное. Подавал ходатайства, представлял рецензии на экспертизы, ну то есть действовал достаточно активно как адвокат. И это, вы знаете, не понравилось его коллеге, второму защитнику Игорю Сулейме. Игорь Сулейма, значит, каким-то таким хитрым способом уговорил Зинченко, чтобы тот отказался от услуг Юрия Немировского. То есть на что рассчитывает Зинченко и Сулейма в такой ситуации? Они рассчитывают на то, что, значит, суд поверит им, что мотива у них нету, что доказательства они сомнительные, и, значит, поэтому огласят ему оправдательный приговор. Для этого они и выгнали Юрия Немировского, для того, чтобы тот не раздражал сторону обвинения. Потому что если доказать фальсификацию, то есть умышленное действие правоохранителей по фабрикации дела, это ударит по заинтересованным людям, в том числе и по прокурорам, в том числе и по министру внутренних дел, в том числе и по генеральному прокурору, в том числе и выше, и выше, и выше, чуть ли не до самого, ну, говорить или не говорить, но может быть даже и по Зеленскому, а может и нет. Но во всяком случае Сулейма за то, чтобы не доказывать фальсификацию. Поэтому он и не доказывает это. Значит, группа поддержки есть у Зинченко. Эта группа поддержки была организована женщиной по имени Лана, Светлана. Потом в эту группу влилась Татьяна Мусихина. Она ползала на коленях, просила принять ее в эту группу и начала действовать. Но после того, как она начала действовать, а чем она занималась? Она занималась поездками в суд, и где в этом судебных заседаниях снимали видео судебных заседаний и распространяли в широкой аудитории. В том числе и я пользовался этими услугами Татьяны Мусихиной. Но как-то сложилась ситуация таким образом, что Татьяна Мусихина отказалась дать отчет по тем финансам, которые в этой группе поддержки собирались, хотя об этом ее настоятельно просила, в частности, Лана и другие активные и крупные донаторы группы поддержки. Но Мусихина категорически отказалась это делать. Это вызвало, ну, вначале недоумение, а потом раскол в этой группе. Значит, группа Ланы отошла от Мусихиной, Мусихина осталась со своей, как бы, частью группы, причем в группу Мусихиной вошли, ну, такие одиозные личности, как, например, жена оперативного работника СБУ, который вел оперативное наблюдение за Ириной Фарион в рамках уголовного производства против нее по статье 161. Также в группе Мусихиной состоит сотрудница СИЗО, в котором оказывали давление на Зинченко, где он признался в том, что он совершил убийство Фарион, а потом он в суде заявил, что он признался под давлением. Так вот, эта сотрудница вот того учреждения, где Зинченко признался в своем убийстве, состоит в группе Мусихиной. Сама Мусихина, ну, как я предполагаю, она связана с органами полиции, потому что когда она стала, ну, хулиганить в прямом эфире, оскорблять меня лично, и я написал заявление в полицию города Днепр, полиция мне ответила, что они ее в городе по адресу, который я указал, не нашли.
Ну, о чем это может говорить? О том, что полиция прикрыла вот эту свою сотрудницу Татьяну Мусихину. Ну, так я и предполагаю. Значит, вот эти вот СБУшники, полицейские прислужницы, значит, сотрудницы СИЗО представляют из себя, значит, рассказывают о том, что они в группе поддержки Зинченко. Они приходят в суд, там орут, значит, волю, волю, поют песню про долю. Ну и с другой стороны не делают ничего юридически значимого. И поддерживают адвокатов, которые тоже ничего юридически значимого не делают в защиту Зинченко. Значит, группа Ланы попросила меня сделать какие-то юридически значимые действия в защиту Вячеслава Зинченко. Но я как юрист не мог им отказать. Я написал обращение в международные правозащитные организации Human Watch Rights, значит, Amnesty International, Красный Крест. Вот. И знаете что? Вначале Мусихина возмутилась, сказала, что эти мои обращения будут вредить Вячеславу. Как они будут вредить? Ну, для меня стало это достаточно неожиданной как бы реакцией. Но еще более неожиданной реакцией было то, что сама Лана со своими как бы одногруппниками тоже начала меня просить остановить производство по вот этим моим обращениям в международные правозащитные организации. Но я продолжил рассмотрение этих моих обращений, пока их результат мне неизвестен, но далее я составил свое заявление в суд и подал это заявление о том, чтобы меня признали потерпевшим в этом деле об убийстве Фарион. Ну, чем я мотивировал? Я мотивировал тем, что сам факт убийства Ирины Фарион, он привел к тому, что следствие против Ирины Фарион по статье 161 за разжигание вражды против русскоязычных украинцев, значит, воспрепятствовало вынесению приговора Ирине Фарион, что является фактически демонстрацией защиты действий государства по защите русскоязычных граждан Украины, в том числе и меня. Поэтому вот сам факт убийства, я считаю, нанес мне моральный ущерб, на основании чего я и прошу признать меня потерпевшим в этом деле. Ну, обвиняемый тут один, я не говорю, что именно Вячеслава я считаю обвиняемым, этим занимается сторона обвинения. То есть независимо от того, кто там обвиняемый, Вячеслав или будет другой человек, все равно в этом деле потерпевшим мог бы быть признан я. Но пока суд молчит. Он таким образом препятствует мне в предоставлении доступа к судебной защите. Вот такая вот ситуация с этим вопросом. Кроме того, я составлял заявление в Государственное бюро расследований в Украине по поводу фальсификации доказательств, вещественного доказательства гильзы, которую многие считают, сторонники, в том числе Зинченко, подброшенной, то есть сфабрикованным вот этим вот вещественным доказательством. Это я сделал юридически значимое действие. Затем я подал заявление в ГБР по поводу фальсификации ДНК, экспертизы на стуле номер 1, которая была выполнена с 3
раза. То есть первые 2 ДНК-экспертизы на том же стуле показали отсутствие ДНК Зинченко на этом стуле, только 3-я каким-то чудесным образом показала наличие ДНК Зинченко на этом стуле, который стоял во дворе дома, где жила Фарион, на улице Масарика, 3. Вот. И далее, значит, поскольку суд тянет что касается заявлений в ГБР, значит, они пересылают эти заявления в полицию Львова, в прокуратуру Львова, то есть фактически в те органы, на которые указывают вот эти заявления как на вероятных правонарушителей, то есть преступников, фальсификаторов. Ну, явно, что здесь имеет место конфликт интересов, но ГБР есть ГБР. На этом пока вот эти обращения в ГБР зависли. И, кроме того, еще по поводу своего заявления о признании меня потерпевшим в деле, я обратился к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Лубенцу для того, чтобы тот просто подал запрос, что там с этим моим делом, почему меня лишают доступа к правосудию. Вот такая вот ситуация. То есть я производил ряд юридически значимых действий. И все эти действия не нравились группе Мусихиной и адвокатам Зинченко, Сулейме и Вороняку. Мало того, после того, как значит, ГБР передала все это дело в прокуратуру, в полицию, мои эти обращения, заявления о фальсификациях, значит, с конфликтом интересов, значит, группа Ланы вообще устранилась от демонстрации своего интереса к этому делу, вообще перестали выходить на связь. То есть, ну, что это значит? Что это значит, мне неизвестно, но такое впечатление, что они просто перестали как бы способствовать, да, действовать в пользу Вячеслава Зинченко. Почему? Ну, бывает много причин этому всему. То ли на них надавили, то ли, значит, денег у них нет, то ли что-то у них с моралью, но вся ситуация, она говорит об одном, что Вячеслав Зинченко вообще-то, хоть и против него нет стопроцентных таких вот доказательств его вины, все равно будет признан виновным. И все вот эти вот демонстрации, как бы, да, бурной деятельности, имитация Сулеймой, Вороняком, там, Мусихиной, значит, и даже, можно сказать, Ланой, они все будут иметь нулевой результат. Почему? Почему это так? Потому что, ну, во-первых, чисто технически адвокаты не, значит, сопровождают активные действия по доказательству фальсификаций стороной обвинения. То есть обращения в ГБР они не делают. Дальнейшее обращение в НАБУ тоже они не инициируют. Затем, что касается давления на Вячеслава в СИЗО, тоже ничего адвокаты не делают. Они просто так, эти доказательства, они не могут быть признаны недопустимыми. Вот такой вот термин есть в уголовном процессе. Значит, они рассчитывают на то, что они будут о чем-то там говорить, в том числе и на дебатах, и вдруг суд, значит, им поверит. Но для того, чтобы доказать фальсификацию, нужно проводить повторную экспертизу. Для того, чтобы доказать давление, нужно
тоже представить доказательства. Ни повторной экспертизы, ни доказательств давления, ни чего-то еще у адвокатов Сулеймы и Вороняка нету. И хотя Татьяна Мусихина говорит, что доказательств вины Зинченко нет, это неправда. Доказательства есть. Я это ответственно заявляю как юрист. Можете мне поверить. В том числе это заявление я делаю и в адрес Ланы, то есть Светланы, из организатора группы поддержки Зинченко. Ну вот такая вот ситуация. И все дело на сегодня, оно вышло в такой как бы режим, что вот эта группа поддержки Мусихиной, она не только препятствует мне, как независимому юристу, делать обзор этого уголовного процесса по расследованию убийства Ирины Фарион, но они еще активно не предоставляют мне видеозаписи судебных процессов, показаний свидетеля, чтобы я не смог сделать качественный юридический анализ, аналитику этого процесса. Затем они, Мусихина и компания, они просто хейтят меня, о чем я вот и хотел бы сегодня рассказать вам, об этом хейте. И вот это мое видео, оно как раз посвящено именно тому, как меня хейтит вот эта группа Мусихиной. Так что это не просто обзор судебного процесса, это видео, это мой достойный ответ всем тем нападающим, которые в комментариях под моими последними видео излили тонны грязи, оскорблений и проклятий в мой адрес. Они думают, что могут меня запугать или заставить замолчать. Они глубоко ошибаются. Я стою на страже правды, и сегодня я разберу каждое их обвинение по косточкам, опираясь на факты, логику и свой собственный юридический опыт. Видео будет достаточно подробным, правда требует времени. Садитесь поудобнее, это займет какое-то время. Начнем. Итак, начнем с комментария Татьяны Мусихиной. Она пишет: купленная марионетка, такой же лживый, как и совка. Коротко и ясно, это классический выпад, без аргументов, просто ярлыки. Татьяна, ты явно путаешь меня с кем-то из своего окружения. Я независимый эксперт, который месяцами разбирал это дело бесплатно для вас, как для зрителей. Кто такая совка? Наверное, ты имеешь в виду Софию Семчишин, особу, дочь Фарион, которая подала гражданский иск на 15 миллионов гривен против Зинченко. Интересно, почему ты сравниваешь меня с ней? Может, потому что боишься, что правда выйдет наружу? Мой ответ в комментарии был простым и зеркальным. Посмотрим по приговору, кто купленный. Стели полицаям мягче и прячь получше 10 тысяч долларов. И скуби маму Лену. И ни хрена не отчитывайся. Ешь, пей, веселись. Я не оправдывался. Я перевернул ее же подозрение обратно на нее и на ее группу. Посмотрим по приговору, кто на самом деле купленный и кто прячет деньги от донатов. Если Зинченко сядет пожизненно, как я предсказываю, то это будет не потому, что я марионетка, а потому что доказательства железные. Кинологи подтвердили совпадение запаха на 99,9%. Баллистика совпадает. Онлайн-активность в группах ненависти есть. Слова
Татьяны – это бумеранг, пусть стелит своим полицаям мягче. Далее Катерина Руденко спрашивает: за що вам донатити? За те, що Славка предали? И добавляет, что я продал Славика. Катерина, ты явно не следишь за моими видео внимательно. Я делал обзоры судебного процесса как независимый эксперт с самого начала. Я обращался в международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch, чтобы привлечь внимание к возможным нарушениям в дело. Я предоставил реальную юридическую помощь, консультировал по стратегии защиты, анализировал доказательства. Но что произошло потом? Татьяна Мусихина, это защитница, выступила против моих обращений в международные инстанции. Почему? Потому что боится правды. Затем эти фанфурики, группа поддержки Зинченко, отказались делиться видеозаписями судебных заседаний. Они начали хамить, угрожать мне в личных сообщениях. Я понял, что эти свиньи попирают все, что я сделал для Вячеслава, а сам Вячеслав и его мать Лена их поддерживают. Они сами себя предали, как последние подонки. И после этого вы меня обвиняете в предательстве. Вы настолько подлые, что даже не понимаете, в какой бездне находитесь. Донатить мне? Донатьте, если цените правду. Но если вы верите в сказки о невинном юноше, то идите донатьте Мусихиной. Пусть она купит себе новые фанфурики. Теперь РРР, который называет меня старым хамелеоном, аферистом, брехуном и требует спросить Мусихину, что я хотел. Друг, ты явно из тех, кто читает только заголовки. Я доказывал невиновность Зинченко? Нет, я анализировал дело объективно. Вчера он казался невиновным на основе доступных данных, но сегодня с новыми фактами картина изменилась. Это не переобувание, это юридическая логика. Суд допросил кинолога. Все 3 собаки на 99,9% подтвердили совпадение запаха. Эксперт-криминалист дал показания о баллистике, а 2 декабря 2025 года адвокаты Зинченко допросили новую свидетельницу, которая якобы получала угрозы. Но это выглядит как отчаянная попытка затянуть процесс. Ты говоришь, вчера невиновен, сегодня виновен. Где правда? Правда в парадоксе. Зинченко – сторонник моноэтнической Украины. Он перешел на украинский добровольно, но это значит, что он поддерживает дискриминацию русскоязычных. Он сам себя подставил своей позиции. Если он останется в ней, обвинительный приговор неизбежен. А Мусихину спроси сама, почему она блокирует доступ к видеоматериалам, потому что боится, что правда выйдет наружу. Тот же РРР во втором коментарі говорить: якщо Мусихіна вас образила, так можна відійти від цієї справи, а не доказувати тепер його вину. Це виглядає не зовсім нормально. Ох, как трогательно. Ты верила мне, ждала обзоров и теперь разочарована. Само дело интересно, и я подал заявление о признании меня потерпевшим от убийства Фарион. На Мусихину мне плевать, она мелкая сошка. А вина Зинченко – это не месть, это факты. Он не боец. Его адвокаты похожи на клоунов. Последнее заседание 14 января 2026 года не состоялось. Адвокаты Сулейма и Вороняк заболели и не явились. Зинченко даже не доставили в суд. Суд перенесен на 22 января, и это уже не в первый раз. Адвокаты болеют,
подозрительно часто. Затягивание, чтобы избежать приговора, очевидно. Ты говоришь, я брехал? Нет, я эволюционировал мнение на основе новых данных. Если ты такая наивная, то продолжай верить в невинного Славика, но реальность ударит по тебе, как пуля по Фарион. Переходим к CatUser. Валерий, пишет он, вы верите в Бога? Вам лучше позаботиться о своей душе, чем лить грязь на Вячеслава. Ха! Ты представляешь интересы Бога? Я лично в этом сомневаюсь. Я верю в справедливость, в закон. Зинченко не имеет отношения к убийству, а доказательства. Оружие покупал, следы на месте, онлайн-активность в группах ненависти есть. Побойся Бога сама, не защищай убийцу. Юноша, ему уже 20 лет, и он взрослый, чтобы отвечать за свои действия по полной. Алло, алло, пишет. Вы не Табаков, вы особо продались Соньке. Сколько вам заплатили, отчитайтесь. Соньке, Софии Семчишин, дочь Фарион, которая требует 15 миллионов, отчитайся сама, откуда у нее такие деньги на адвокатов. Бог не на моей стороне, Бог на стороне правды. А правда, что Зинченко виновен. Ты говоришь плохие слова, подбирай свои сопли, фанфуричка. ВС пишет, Табаков, ты что, не понимаешь, что такими речами и действиями ты вызываешь ненависть не только к себе, но и к Славику? Я отвечаю так, ты попутала рамсы, ведьма. Здесь кого-то держу или не держу, только я имею в виду на моем канале. Ты сравниваешь меня с Фарион, она была фанатиком языка, а я защищаю права русскоязычных. Зинченко перешел на украинский. И что? Он испугался Путина или испугался Фарион или позеленел от патриотизма? Это предательство своих корней. Никто тебя, ВС, здесь на моем канале не держит. Иди в группу Мусихиной, в ТикТок, там твои единомышленники. Илона Киндра соглашается. Він є гірше за Фарион, то есть я. Илона, ты права в одном. Фарион в старом видео говорила о правах русскоязычных, но потом дернулась кукухой. А Зинченко добровольно перешел. Под давлением войны или моды его фамилия украинская, но душа предательская. Я защищаю русскоязычных, а не этого сопляка, который прогнулся не в ту сторону. Рамсы попутала. Валера разозлился. Да. Ольга Прихнюк. Діду старий, роби розбори в Болгарії. Ольга, подлая, ти перекручиваешь факти. Невинна дитина. Зинченко взрослый, обвиняемый в убийстве. Я не лицемер, я эксперт. Совесть? Моя совесть чиста, потому что я помогал, а предали вы. Тот же шаблон. Вы продали Славика, отказавшись от международной помощи. Ник Микс пишет, закрой хлеборезку. Но согласно канону, Ник Микс, закрой свою. Лопа пишет, признайся, кто с тобой поработал. Никто, кроме правды. Зинченко сам себя сдал, не боец. Его мама, Лана Мусихина, цирк. Цирк уехал, клоуны остались. Дианка пишет, Валерий, будь ты проклят, Иуда. Я отвечаю, других аргументов нет. Твое проклятие, Дианка, ляжет на Зинченко. Сядет он пожизненно. Благодари в этом себя. Алина Бендюк
заявляет, синдром Наполеона, то есть у меня. Что тебя, Алина, так разволновало? То, что Зинченко сядет? Благодари Сулейму, адвоката, который болеет, а у тебя кишка тонка. Анастасия говорит, это ж какой надо быть тварью. Я отвечаю, не переживай, Славик сядет, это правосудие по-украински. А какать, как ты хотела, на кого-то, иди в туалет, а то ты похожа на извращенку. Ілона Кіндра снова говорит, все не так йому група підтримки. Да, я не обиделся на Зинченко за патриотизм. Я констатирую его фальшивость. Я защищаю русскоязычных, и это моя позиция изначально. Ну, что тут еще можно добавить? Что вот эта кампания по дискриминации русскоязычных, в конце концов, и сопровождаемая бездействием властей и правоохранительных органов, именно она привела к убийству Фарион. И именно эта кампания продолжается. То есть лидер призывов, лидер тех, кто призывал к дискриминации русскоязычной, застрелено. Славик Зинченко, который поддался, принял точку зрения Фарион, стал сторонником моноэтнической Украины, теперь садится в тюрьму. Вот это результат всего. Действует право таким удивительным образом. Теперь что делать? Хамят, угрожают, но все равно правда восторжествует. И правда будет в том, что Зинченко объявят обвинительный приговор и применят самую жесткую санкцию – пожизненное заключение. Правда победит. Зинченко сядет, ну, если только не изменит позицию. Донатьте, если цените правдивый анализ. Не нравлюсь? Ну, что делаете? Принимайте соответствующее решение. С вами был юрист Валерий Табаков, сторонник правды. До новых встреч.